Привет! Gaamon прислали мне на обзор планшет с экраном модели Pen Display 1220. Те, кто знает меня уже давно, помнят, наверное, что однажды я уже делала немой обзор на планшет другой фирмы. И тогда в комментариях мне писали, что было бы классно услышать мой голос в видео. Так что вот он. А теперь давайте посмотрим, какое добро у нас в коробке. Первым делом это, конечно, сам планшет, который упакован в такой вот чехольчик. И на нем в планшете есть защитная глянцевая пленка, которую нужно будет отклеить. Есть подставка под планшет, которую можно как просто свернуть, так и одной частью прилепить к задней стороне планшета. И она будет не только подставкой, но и такой защитой для экрана. По классике много разных проводов, перо, подставка под перо с 8 дополнительными наконечниками, адаптер с вилками для разных типов розеток, а также вкладыш с перчаткой, салфеткой для экрана, инструкциями и целым гайдом по подключению и установке всего на разных языках, в том числе и русском. В этом же гайде было написано, что планшет можно подключить к телефону на андроиде, если на нем есть режим компа. У меня такой фичи не было, зато был старый планшет, не с андроидом, правда, а с 10-й виндой. Так что я купила дополнительный шнур и интереса ради решила проверить, получится ли у меня подключиться к нему. Спойлер, и да, и нет. Я установила драйвер на планшет, поперетыкивала провода и вроде бы все работало. Только экран оставался черным, работая как обычная досточка. Танцы с бубном ни к чему, к сожалению, не привели, так что я не поняла, в чем именно была проблема. Способ, однако, почти рабочий, если вам повезет больше, чем мне. Вместо этого я пошла тестировать на компе. Там, к счастью, все заработало сразу. И, здесь я уже начала тестировать разные фичи и, наконец-то, рисовать как нормальный человек. У планшета нет никаких кнопок вокруг рабочей области, что делает его более компактным и позволяет вместо этого удобно поставить прямо за ним клавиатуру. Сбоку есть разъем для наушников и переключатель, с помощью которого можно регулировать громкость или другие настройки меню. Рабочая область планшета 11,6 дюймов, то есть он довольно маленький, так что его будет удобно брать с собой в поездку, если хочется порисовать на экране, но спина и руки против переноски огромного монитора. Вообще, сначала я думала, что из-за размера планшета мне будет не очень удобно на нем рисовать, потому как мой обычный монитор раза в 2 больше. Но в итоге мне такая маленькость очень даже понравилась, ибо на бумаге я обычно рисую картинки размером меньше пальца, так что я к нему быстро приспособилась. Кроме размеров, мне также бросилось в глаза положение курсора, ибо на других экранниках, на которых я что-то рисовала, он был слегка сдвинут в сторону, и, соответственно, можно было выставить настройки для рисования левой или правой рукой. Здесь же курсор находится прямо под наконечником, и каких-то особых настроек для правшей и левшей я не нашла, так что экспириенс для всех одинаковый, вроде. Тут уже видно, как я делаю контур, и рисовать прямо, приятно. На коробочке было написано про 8192 уровня нажатия, что мало о чем мне говорит, но это много. На моей вакомской доске, к примеру, их 1024. Порадовало, кстати, что нажим настраивается не просто парой пунктов поменьше-побольше, а гораздо детальнее, то есть легко подогнать под себя. На записи иногда видно, как я открываю эту панельку. Планшет я потестила в Photoshop и в Sai первом. И если с Sai проблем не было, то вот в Photoshop при быстром переключении инструментов или каких-то других параметров нажим почти пропадал, и приходилось тыкать в инструменты, чтобы он вернулся. Все остальное работало как надо. К моему удивлению, я очень увлеклась процессом, и видео с ним получилось очень долгим, поэтому мне пришлось сильно его укоротить и в некоторых местах даже подрезать. При монтаже забыла оставить место для этого, так что скажу напоследок про цену. С 21 июня планшет можно купить за 16 тысяч рублей вместо 37 или 19. Ссылку я оставлю в описании под видео. Вроде бы я все сказала, так что можете пока посмотреть, как я рисую свою D&D персонажку Айву. А я чай попью и вам советую.
It's been a long time. Now your hair is long and you look so thin. You're always so pale, but something has changed. You're almost a man. For years and I still cry sometimes. First love never died. For years and I still cry sometimes. First love never died. Long time, no see, long time. Wondering what you were, doing who you were, seeing. I wish I could go back to it. I feel like walking. Do you feel like coming? I feel like crying 'cause it's been a long time. For years and I still cry sometimes. First love never died. For years and I still cry sometimes. First love never died. Can you feel the same? I will never love again. Can you feel the same? I will never love again. Can you feel the same? I will never love again. Can you feel the same? I will never love again. I will never love again. Can you feel the same? I will never love again. Can you feel the same? I will never love again. Надеюсь, это видео было для вас полезным и интересным. Спасибо за просмотр. Не болейте и почаще отдыхайте от компьютера. Пока!